Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Boosty и Patreon. Итак, это продолжение сюжета «Пыль времени». Кто не смотрел этот сюжет, то ссылочка на плейлист со всеми главами в описании или закрепленном комментарии. А для тех, кто смотрел, поясняю, что это за главы. Это следующие главы по порядку. Почему этот выпуск с 35 по 38 главу в одном видео? Потому что это оставшиеся главы от автора этого фанфика, который не дописал и заморозил этот сюжет очень давно. Напомню и отмечу, что первый сезон был шикарный, а второй, мягко говоря, не очень шикарный. Но благодаря зрителям на Boosty и Патреоне было решено, чтобы я сам дописал этот сюжет. Что-то типа альтернативного продолжения заброшенного альтернативного сюжета. Так вот, на 38 главе заканчивается бред второго сезона, и после начинается с 39-й бред Ганди. Нет, я шучу. Начинается легендарное продолжение от Ганди. Поэтому приятного просмотра. Ознакомливаемся, знакомимся с оставшимися главами от автора и готовимся к продолжению от меня. Приятного просмотра. Глава 35. Тайная личность. Узумаки. Этот голос прозвучал на грани сознания, тихий, будто шелест листвы, но в нем чувствовалась власть и сила, мудрость и возраст. Он просто не мог принадлежать обычному человеку. Да и что было делать человеку в его личном аду? Темнота вокруг сдавливала в тиски, он даже забыл, как дышать. Звуки стали чем-то вроде мечты, ведь даже стук собственного сердца был не слышен. Это место являлось абсолютно пустым, лишенным всего, темницей или наказанием за все те вещи, что он сотворил в последние месяцы своей жизни. Свернул с пути, поступился принципами, умылся в крови людей, которых даже не знал. Ее пролилось так много, что даже некогда светлые волосы приобрели алый окрас. Что? Пальцы коснулись головы. Впервые за долгое время он ощущал что-то. Красный цвет не остался на коже, она не прилипала. Этот оттенок стал родным. «Почему ты так противишься судьбе?» В этот раз голос был ближе, громче и задумчивей, вопрошающий. Явно пытался осмыслить дилемму, ведь для него такие вещи всегда были очевидны. У каждого есть предназначение, и все должны следовать этому пути до самого конца, не сворачивая, не убегая. Но вот он столкнулся с тем, кто рушил все устоявшиеся нормы. Мальчишка. Где я? Для него была не важна личность собеседника. Главное узнать, где находится, понять, как найти брешь, сделать все, чтобы выбраться. Так его научила жизнь. Второстепенные факторы уходили на задний план. Они мешали преодолеть препятствия. Прагматизм стал неотъемлемой частью его характера. Война и бесчисленное количество смертей сделали из наивного мальчика настоящего шиноби. Но навязать диалог стоило ради информации. «И кто ты?» Задумчивая тишина. Она угнетала, потому что течение времени здесь было неизмеримо. Минуты сменялись часами, потом днями, а может, прошло лишь несколько секунд. «Куда ты опять вляпался, Наруто?» Задал Наруто сам себе вопрос в своей голове. «Не твое имя. Слишком много перерождался, лишился истинной памяти и цели. Обманутый, обремененный чужими идеалами. Давай я покажу тебе правду». Картинки и образы врываются в сознание, разрывая голову на части. Слишком много чужих эмоций и воспоминаний, которые заполняют и вытесняют собственные. Личность Наруто Узумаки становится чем-то размытым, несуществующим. Он никогда им не был. Очередная маска на лице истинного владельца – Куро. Странное имя для подростка без прошлого. Оно не отображает ничего в нем. Добрым и веселым, заботливым по отношению к братьям, любящим отца. Но Хагрома видел внутри парня только непроглядную черноту, которая ждала своего часа. Поэтому и назвал приемного ребенка так. Исковеркал личность до неузнаваемости, создал ложные воспоминания и дал семью. Все ради того, чтобы это дитя не шло по предназначенному пути. Все ради того, чтобы не узнал природу своего происхождения. Ведь он являлся последней волей обманутого и запечатанного зверя, его плоть и остатки чакры. «Теперь ты понимаешь?» Повеяло холодом. Голос существа вызывает дрожь во всем теле. Но Куро не чувствовал страха. Это были отголоски чужой личности, что не растворились полностью, ища лазейку на свободу. Упертость была у них в крови. «Этот мир должен переродиться ради своего же блага.
Хватит уже бежать от судьбы, древо. Да. Голова склонилась в смирении, но губы трогает слабая улыбка. Он вспомнил предначертанное своим Творцом, но также своих братьев. Пусть они и враждовали. Искреннюю улыбку отца, за которой скрывалась тревога. Первую любовь и своих детей, свой клан. Все то, ради чего он отказался от уничтожения, даже когда после смерти Хагорома сила Реннигана ослабла и печати рухнули. Чакра разворотила людей и приведет к гибели весь их род, если это не остановить. Времени осталось не так много. Он ощутил кожей прикосновение ветра, теплого, мягкого, словно одеяло. Захотелось уснуть. Но последним усилием Кура сделал то, что было необходимо. Отдал контроль почти исчезнувшему. Ведь чтобы добиться цели, Наруто Узумаки должен существовать. Пора просыпаться, Наруто. Пот струится по лицу, застилая глаза. Простыня неприятно липнет к телу, несмотря на то, что в комнате ночью довольно комфортная температура. Этот сон был очень странным, тоже расплывчатым, как и другие до него, но не так сильно. И слова врезались в память лучше. Наруто сел на кровати и свесил ноги. Пальцы медленно массировали виски, потому что слабая мигрень давала о себе знать. Голос, от которого холодила кровь, все еще звучал в голове. Кажется, проклятая кошка не солгала. Удар пришелся на стену рядом с тумбочкой. Мелкая паутина трещин разошлась в разные стороны. Капли крови сорвались на пол. Спать уже не хотелось. А до рассвета было несколько часов. Пройдя в душевую, Наруто замер напротив зеркала. Приблизившись к отражению, он провел ладонью по волосам. Среди них появились алые пряди. Второй этап вот-вот начнется. Кагами Намикадзе хотела оказаться спокойной, но была очень болтливой и постоянно переходила с места на место. На этом экзамене принимала участие ее первая команда генинов, собственные воспитанники, которым она вбивала в голову все то, чему когда-то ее учили мать и отец. Девушка была горда тем, что они рискнули пройти этот экзамен и даже успешно сдали первый этап. Но впереди было самое тяжелое и опасное – лес смерти. Все будет хорошо, Кагами-тян. Не стоит переживать, у твоих ребят год опыта за плечами. Мужчина по-доброму улыбнулся под маской, вспоминая свою первую команду. Это раньше нас кидали на экзамен сразу после академии. Сейчас же молодежь куда более рассудительна. Новое поколение всегда превосходит предыдущее. Да, Какаши-сэмпай? Так точно. Хатаки прикрыл глаза и поправил ткань на лице. Он умолчал о том, что каждый турнир несет в себе опасность, но после инцидента на прошлом экзамене в Канохе меры ужесточились. За каждой командой был представлен боец Анбу, обязательная проверка ренина-психиатра в своей деревне у генинов. Кровожадных психов предпочитали держать подальше от общества, воспитывая собственными методами. Но иногда и такие личности умудрялись обмануть систему. Какаши вздохнул, вспоминая сына своего наставника. Он знал мальчишку с рождения, один из первых держал его на руках, видел из тени, как он растет и все дальше отдаляется от родителей. Быть шиноби для него было чем-то диким, отвратительным. Но все изменилось словно по щелчку пальцев. Одна травма в тренировочном спарринге, и из больницы вышел абсолютно другой человек. Скрытный, умный, расчетливый и слишком наблюдательный. Оба не показывали этого, но Джунин чувствовал нутром. Ребенок знает о слежке за собой и даже несколько раз почти случайно поймал с поличным нарушителя. А потом этот скандал на экзамене, где он своими руками отправил на тот свет 4, без малейшей жалости, буквально распотрошив нескольких. Этим он бросил тень на имя отца, но тут же покинул лист. И тут только стоило догадываться, что именно послужило причиной такого поступка: расшатанное кресло Хокаге или натянутые отношения в семье. Хатаки был опытен и умен, только после 30 убран из Анбу ради воспитания нового поколения, поэтому мог рассмотреть наиболее вероятный вариант. Но разговаривать на эту тему с учителем не осмелился. Он хоть и был близок к семье Хокаге, посвящен в некоторые тайны, но дела настолько личные считал не в своей компетенции. А как там Кушина-сан?
Какаши решил перевести тему в более интересующее его русло. В последние дни не удавалось ее увидеть. «Вас интересует что-то конкретное, сэмпай?» Натянутая улыбка сама по себе растянула губы. Тяжелые отношения в семье Хокаге были у многих на слуху, особенно сейчас. Чета Намикадзе переживала не лучшие времена. Минато начал сдавать позиции на политической арене листа. Он мог держать все под контролем благодаря силе и славе, поддержке союзных кланов, что даже в самые тяжелые времена не поворачивались к нему спиной. Но все чаще Кагами замечала, как состарился и устал отец. У него не было крепкой опоры нигде, ни на работе, ни дома. Постоянный стресс брал свое с лихвой. Ему уже сейчас нужен был преемник, но выбрать его в столь раннем возрасте означало показать слабость всему миру и своему селению в частности. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Обычно Каги уходили с поста только в случае смерти или уже глубокой старости. Конкретно, не нужно было быть гением, чтобы понять, о чем говорит Хатаки. Мужчина наклонился вперед, ближе к собеседнице, чтобы сидящие рядом Джонины не могли расслышать их разговор. «Я знаю, что вам нелегко сейчас. К тому же Наруто решил напомнить о себе столь неожиданно. Я подумал, что это сможет как-то сгладить отношения. За прошедшие годы многие мосты между нами рухнули, сэмпай. Я боюсь, что все закончится печально». Прервала его Намикадзе, спрятав лицо ладонями и грузно выдохнув. «Мама тяжело переживала уход Наруто, а у отца всегда мало времени на семью, да и просто прячется за работой после всех принятых им решений». «Все будет хорошо». Какаши потрепал алые волосы, ободряюще улыбаясь. «Минато-сенсей и Кушина-сан – сильные люди. К тому же Наруто сейчас в листе. У вас есть время вернуть упущенное. Было бы желание это сделать, Кагами-чан». Хатаки перевел взгляд в сторону, где в темном углу на диване Джунин Амы хорошо притворился дремлющим. Он с самого начала вел себя обобщенно, ограничивался короткими фразами и кивками. Нобу был нелюдим, и его нельзя в этом обвинять. Люди из его краев до сих пор не простили великие селения за те стычки и военные конфликты, что происходили на территории Дождя. Они не доверяли, многие тихо ненавидели, и при удачном стечении обстоятельств мстили обидчикам. Старые раны заживают слишком долго, а если их постоянно тревожить, Какаши хорошо знал, что такое терять близких, терять все то, что казалось твоим светом в жизни, и надеялся, что Наруто не перенял эту тихую злобу, а теперь уже своего селения, что в нем не воспитывали ненависть в Канохе. Пути всегда найдутся, Кагами. «Ой, спасибо». Легко улыбнулась девушка и вытерла выступившие слезы, чтобы другие люди в комнате их не заметили. «Я очень хочу, чтобы все было как раньше». Нежелание Наруто быть шиноби, разочарование в нем родителей, сестра, что перенимает модель поведения от взрослых. Бедная девочка, ты хочешь зацепиться за прошлое, и это твоя главная ошибка. Надеюсь, что Минато и Кушина справятся. Пронеслось в мыслях Какаши. Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Patreon. Присоединяйся к нашему сообществу на Бусти или Patreon и поддерживай выход следующих релизов. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. Глава 36. План Орочимару. Волны обрушились на скалы, взрываясь мириадами брызг. Черноволосый мужчина стоял у входа в пещеру и наблюдал за буйством стихии уже не первый час. Возвращаться в свое жилище не хотелось. Желание ощутить запах свободы пьянило и будоражило сознание. Даже несмотря на то, что он разменял уже не первую сотню лет, и мало что принесло ему удовлетворение. Это чувство всегда было одним из самых прекрасных, незабываемых, востребованных тем, кого долгие годы держали в клетке, словно дикое животное. Он повел головой в сторону, взгляд темных глаз упал на землю, словно ища там нечто потерянное. Левая рука исчезла за воротом голубого кимоно, что было неплотно завязано и оголяло его крепкую грудь. Пальцы нащупали тонкий предмет, и в свете луны блеснула флейта. Редкий инструмент на материке,
Мало кто умел по-настоящему хорошо им пользоваться, а секундой позже звуки прибоя разрезала тихая мелодия. Он был шиноби, он был джинчурики. Сейчас же он был биджу в оболочке человека, всегда где-то заточен или чем-то ограничен. И его музыка была такой же печальной. Это было красиво. Голос раздался позади только тогда, когда инструмент снова был спрятан. Мальчишка увлекался музыкой, но его вынудили изменить желаемую профессию. Утаката повернул голову, прищурив глаза. Легкая улыбка блуждала на его лице. Не думал, что ты можешь оценить подобное. Моя внешность и характер не показатель вкусов и предпочтений. Мужчина прикоснулся пальцами к страшному шраму на месте правой глазницы. Потом ладонь прошлась по чистым болотного цвета, но растрепанным волосам. Да, вид у него был еще тот. Скорее уж разбойник с большой дороги. Мало бы кто смог узнать в нем бессмертного биджу в телесной оболочке. Настолько, что ты отбросил свое отшельничество и выбрал этого Узумаки? Исобу прикрыл глаз и задумался над ответом. Не в его манере было отвечать пылко и необдуманно. Он никогда не был тем, кто пытается выглядеть сильнее или умнее своих собратьев. Нет. Ему всегда нравилось быть одному, в тишине непроглядных холодных пучин. Вода была его стихией, полным отражением. Но наступает то, чего многие так боятся. Перемены. Неизбежный поворот судьбы, заставляющий рухнуть устоявшиеся нормы. И перемены в жизни Исобу пришли с появлением на берегу озера, где он обитал. Это все тот ребенок Узумаки. Биджу скептично отнесся к словам какого-то мальчишки, что не побоялся заглянуть в глаза собственной смерти. Но вот предоставленные факты, о которых не мог кто-то сказать, зерно сомнения было посеяно, и оно слишком быстро переросло в уверенность. Он главная часть мозаики, которой нам так давно не хватало. Он о себе ничего не знает. Утаката скривил губы, прекрасно понимая, что внутренне согласен с братом, но хотелось возразить, придать сомнению уверенность, с которой говорил Исобу, проверить его намерения. Так как он может знать, что нужно этому миру, нам? Я верю ему. Треххвостый добродушно улыбнулся, взглядом изучая черные небеса. И мне этого достаточно. А слова Никоматы, я знаю, что ей доступны скрытые от нас знания. Черноволосый повернулся спиной. Она боится его. К чему этот разговор? Я лишь хочу убедиться, что мы поступаем правильно, а не вторим витиеватому пророчеству. Исобу оторвался от звезд и сделал несколько шагов вперед, вставая рядом с сородичем. Словно повинуясь его желанию, море возле берегов Узушо начало затихать, пока единственным отзвуком не остался легкий бриз. Оба молчали, прокручивая в голове короткий разговор, думая о том, каким образом их пути вновь сошлись, складывая воедино обрывки прошлого и настоящего, потому что от их решения зависело будущее всего мира. «Мы здесь», – наконец-то заговорил Треххвостый, а вместе с его голосом волны с новой силой начали врезаться в скалы. Минуты покоя кончились. Разве это не лучшее доказательство наших желаний и поступков, брат? Губы Утакаты растянулись в довольном оскале. Страшно. Паника запускает в разум свои цепкие когти, сжимая нервы, вызывая непрекращающийся тремор рук. Скажи ей сейчас сотворить технику, и она запутается в пальцах, забывая про все уроки Кагами-сенсей. Не так девушка представляла свой первый этап к становлению настоящим шиноби. Тело одного из напарников лежало рядом. В его остекленевшем взгляде читалась мольба и ужас. Умирать в столь юном возрасте не хотел никто. Другой же еще дышал, но это приносило ему только мучения. Осколки ребер попали в мягкие легкие после сильного удара в грудь. Он был не жилец. Если в ближайшие минуты ему не окажут помощь Ирьянины, это был последний луч надежды. Но с каждой секундой девушка все больше погружалась в пучину отчаяния, понимая, что подмоги не будет. «Кончай его! Мы же не варвары!» Один из мужчин направился к ней, пока второй быстрым движением руки перерезал горло ее другу, без жалости, без сожалений. «Прости, малышка, но они были балластом». «Что вам нужно?» Ее голос дрожал, она запиналась. «Вы же не генины». «Нам нужна ты». Его пальцы коснулись бледной кожи на лице Кунаичи.
Точнее, только твои глаза. Но оставить тело без них или отрезать голову мы не можем. Слишком много подозрений это вызовет. Мой клан не позволит вам похитить меня. На мгновение вернулась уверенность и чувство превосходства, но все это исчезло вместе с коротким смешком. Твой клан? Что нам, когда ваши глаза продали более могущественные представители листа? Неожиданно мужчина замер, будто прислушиваясь к своим ощущениям. Какой-то холодок пробежался по спине, они были здесь не одни. Слишком болтлив. Похититель дернулся к заложнице, чтобы у него было преимущество перед неизвестным врагом, но остановился в считанных сантиметрах от нее. Из тьмы деревьев появился он, высокий, худой, с длинными темными волосами, одет в белоснежное кимоно, подвязанное широким фиолетовым поясом. Но больше всего выделялись во мраке вечера хищные зеленые глаза с вытянутым зрачком. Не узнать его было невозможно, и Шиноби тут же подумал, что лучше бы к ним явился Юндами Хокаге, тогда смерть могла быть более быстрой. Тронешь ее еще раз и будешь умирать настолько мучительно, что позавидуешь мертвым. Был уговор. Орочимару цокнул языком, а в следующую секунду напарник, который пару минут назад был безжалостным убийцей, сам стал жертвой. Он дернулся в последний раз и упал на землю, не подавая признаков жизни. Никаких техник или лишних движений. Один из санинов не сделал ничего. Даже его чакра, столь тягучая для кого-то смыслящего в сенсорике, осталась спокойной. Слишком вспыльчивы, слишком нетерпеливы. Вламываться в чужой дом, брать то, что вам еще не принадлежит. Орочимару исчез, появляясь возле Генина своей деревни. Убивать моих людей. Не помню, чтобы оговорено было нечто подобное. Ваш Узум... Тело оцепенело. Слова превратились в глухое мычание. Мужчина перед ним спрятал ладони в широких рукавах своего кимоно, рассматривая потерявшую сознание Хьюга. Передай Эйю, что наш договор действует и дальше. Но если в ближайший месяц подобное повторится, скрытый лист вспомнит все оскорбления, нанесенные облаком. Похититель уже хотел было облегченно выдохнуть, но почувствовал прикосновение сильной руки к голове. Позади него стояла точная копия Орочимару. Я рос во времена, когда были сплошные стычки и войны между селениями, поэтому многие уроки жизни шиноби несли для меня жесткий характер, для лучшего усвоения, так сказать. Холодные пальцы клона коснулись век, и через мгновение в них оказалось вырванное глазное яблоко. Ты запомнишь свою ошибку надолго? Двое смотрели через мониторы за тем, как последние участники экзамена вошли в башню и готовились к речи Хокаге. Слишком много претендентов отборочных боев было не миновать. Наруто улыбнулся, увидев среди участников лица своих подопечных. Выглядели потрепанными, но все же полными сил. Анбу почти прекрасно справились со своей задачей. Допустили минимум критических ситуаций, но все же жертвы были. Особенно внимательно Узумаки наблюдал за сестрой, что стояла за спиной Минато вместе с другими джунинами. Для многих она могла показаться собранной и холодной, но правитель дождя видел в мелких деталях ее нестабильное состояние. Новость о смерти двух подопечных выбила у нее почву из-под ног. Это ведь ты дал наводку и позволил им проникнуть в лес? Зачем? Наруто посмотрел в зеленые глаза долгим, немигающим взглядом, пытаясь понять, о чем думает собеседник. Но тот был опытен и умел держать эмоции под контролем. Рейкаги должен быть взвинчен, когда прибудет на финал. Легче будет им манипулировать. А в случае боя, что же, злость и затуманенный рассудок еще никому не помогали. Оба замолчали, слушая Юндайми. Его речь была плавной и логичной, составленной еще много лет назад специально для экзамена. Оба вспомнили свои турниры, и от Орочимару не укрылось, как Наруто косо посматривал на него, будто их связывали не лучшие отношения. Это было странным, как и неожиданно появившиеся алые пряди в волосах Узумаки. Даже его чакра стала на вкус другой, более тяжелой. Я не верю тебе. Вы не верите никому, сэмпай, усмехнулся Наруто. Даже единственным друзьям детства. Цунада безумна, а Джирай у нее под каблуком. С ними опасно иметь дела. Довольно откровенно. Орочимару хмыкнул в ответ на слова Наруто. Не делай вид, будто ничего не видишь и не понимаешь.
Узумаки подавил смешок, понимая, что спорить с этим человеком бесполезно. Хокаге закончил говорить. Послышался гул недовольных участников. Акагами поспешно скрылась в помещениях для персонала. Наруто не хотел давать сестре такой опыт, но это было необходимо. Она должна была научиться переносить потери. Ведь в ближайшем будущем это ей сильно пригодится. Будущем, где от ее родни, парень встряхнул головой, прерывая и прогоняя мрачные мысли. Думаю, я смогу удовлетворить некоторое твое любопытство, Орочимару. Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Patreon. Присоединяйся к нашему сообществу на Бусти или Patreon и поддерживай выход следующих релизов. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. Глава 37. Наруто и Тентен. «Я люблю тебя». Эта фраза стала шаблонной, была традицией. Девушка слышала ее каждое утро, а после получала нежный, полный чувств поцелуй. Парень ничего не жалел для нее, всем обеспечивал и ждал только одного дня – рождения их общего ребенка. Но она этого не хотела. Искала отговорки и обманывала, чувствовала себя обузой на его плечах, связывая с собой лишь жалостью к неполноценной. Тентен улыбнулась, умело скрывая усталость от происходящего. Он был опорой, единственным, кто не отвернулся, и девушка решила дать шанс себе и ему, о чем теперь сильно жалела. Если бы была возможность все вернуть назад, она бы. Взгляд карих глаз упал на отсутствующую конечность. Фантомные боли до сих пор мучили ее, даже выписанные медиками. Обезболивающее не всегда помогало, впрочем, как и сами ирьянины. Они так и не смогли приживить отрезанную руку, слишком сильно обожжена рана из-за чакры молнии. Клетки плохо поддавались регенерации. Цунада Сенджу лишь покачала головой тогда, но Тентен могла поклясться, что во взгляде принцессы вымершего клана была скука и безразличие. Конечно, какое дело есть до сироты без рода и племени? Ненависть к людям и всему листу тихо подтачивала сердце теперь уже бывшей Куноичи, пока лично Хокаге не предложил ей должность в Академии Шиноби. Но именно после этого вся злоба, скопленная Тентен, нашла новую цель, которая до этого оставалась за кадром – человек, из-за которого все и произошло – сын Йондайме. Из-за него я лишилась всего. Рок Ли потянулся и резко вскочил с кровати, желая размять мышцы. Прошли годы, а он все так же был полон энергии и энтузиазма. Тренировал свою команду генинов, которые, как и он, специализировались на тайцзюцу. Подобных ребят было мало, но молодой Джо Нин был рад их наличию. Учить и передавать знания собственные. И Гай-сенсея нравилось Ли. Он относился к этому со всей душой и мог гордо заявить, что обычный парнишка без навыков в ниндзюцу и гензюцу может составить многим конкуренцию, даже выходцам древних кланов. И я тебя люблю. Тентен было тяжело, но ее муж мог вызывать улыбку своей наивностью и беспечностью. Она не считала его за шута, нет. Таким Рок Ли был только дома, с ней. Девушка не хотела признавать этого, но глубоко внутри была рада, что в ее жизни есть такой проблеск света. Ведь всегда приятно, когда тебя любят и считают нужной. «Тебе нужно быть в академии через час, не забыла?» Ли говорил, выполняя при этом отжимания. Ему это не мешало. Дыхание оставалось ровным. Такая вот легкая разминка из 500 повторений была легче, чем подъем с постели. А ты? Девушка сладко зевнула и улыбнулась, переворачиваясь на бок. Куда-то идти ей вообще не хотелось. Тренировка с парнями. Из-за экзамена придется забыть о них. Потом на неделю. Она встала, не стесняя своей наготы, подошла к шкафу, желая найти халат. Ночи в их доме почти всегда были слишком жаркие, чтобы спать в одежде. Только не увлекайся. Тентен вышла из комнаты и направилась в ванну. Ей нужно было успеть еще приготовить завтрак. В Канохе было обычное теплое утро, кожу приятно согревало солнце, поэтому выбор одежды пал на легкие темные штаны и светлую блузу. Девушка стеснялась носить майки и футболки, хотя те и подчеркивали ее фигуру. Длинные рукава скрывали шрамы прошлого, от протектора она также отказалась. Металлическая пластина была напоминанием о том, кем девушка была раньше, ненужное воспоминание. Тентен могла использовать чакру, была неплоха в тайцзюцу, но дальше преподавателя идти не решалась.
Ей было достаточно и того, что она помогает другим стать рассудительнее и умнее. Учиться на чужих ошибках, а не на собственных. Возле академии уже собралось приличное количество участников экзамена. Некоторые лица были ей знакомы, отчего Тентен не смогла сдержать улыбки. Эти ребята учились и у нее тоже, были хороши в дисциплинах шиноби. Но вот Генин и Облако заставили нахмуриться. Они пытались задирать других претендентов. Частое явление. Иногда Генины под давлением отказывались от турнира еще до его начала. Очередной выбор выходцев Кума пал на ребят из Дождя. Единственный парень в этой команде даже успел получить сильный удар в лицо. Тентен понимала, но никогда не принимала бездействия Джунинов и Анбу в таких ситуациях. Будь ее воля, подобное стало бы одним из основных запретов под угрозой вылета. Девушка уже хотела вмешаться, как прямо на пути темнокожего юнца, загораживая девочку Изамы. Из ниоткуда, без хлопков и вспышек, появился он. Высокий, загорелый, с растрепанными светлыми волосами. На мгновение мужчина бросил взгляд через плечо, смотря прямо на нее. Тентен даже подумала, что сам Юндайми стоит перед ней, но секундой позже пришло осознание. Прошли годы, а это лицо и стылый огонь в синих глазах так и не изменились. Наруто. «Намикадзе!» – прорычал Джунин Облако, и девушка вздрогнула, узнав этого человека. Замешательство сменилось гневом, но она продолжала стоять на месте, сжимая пальцы в кулак. Картины прошлого пронеслись перед глазами, оживая в реальности. Те двое, кого она ненавидела всей душой, вновь стояли перед ней. Точно, Амигака сама. Вот это подходит для этой ситуации. А теперь аура вокруг Наруто изменилась. Это почувствовали все. Стала более тяжелой и тягучей. Большинство из генинов даже не могли сделать вдох. Проваливай отсюда, пока твоему старику не пришлось тащить из облака очередные гробы. Тентен уже хотела было сделать шаг в его сторону, когда до нее дошел смысл сказанного. Амигака. Теперь любое действие, любое сказанное слово могло вызвать международный конфликт. Она не могла себе этого позволить. Но просто пройти мимо было выше ее сил. Как только генины отошли от Намикадзе, Тентен уверенно направилась к нему. «Здравствуй, Тентен». Она замерла на месте, буравя его спину тяжелым взглядом. «Я хорошо чувствую скрытую злобу внутри тебя и контроль». Наруто развернулся, внимательно изучая тело, лицо, переполненные уверенностью карие глаза. Девушка выросла, стала настоящей красавицей. Ее гладкие, блестящие темные русые волосы были затянуты в высокий хвост. И этот развивающийся на ветру правый рукав – ошибка его молодости, жертвой которой стал другой человек. Это не то, с чем ты должна жить. Да что ты знаешь? Прошипела сквозь зубы Тентен, приближаясь к Намикадзе вплотную. Ее не смущала разница в росте, но все же она позволила себе вольность, хватая пальцами ворот его футболки, наклоняя лицо к своему. Ты виноват в том, что со мной случилось. Не будь тебя, я бы жила жизнью, которую выбрала в детстве. Вот как. Наруто коснулся ее руки, и они тут же исчезли со двора Академии, появляясь на горе Хокаге. Девушка тут же закашлялась, чувствуя, как завтрак подступает к горлу. Это был необычный шуншин. Головокружение скоро пройдет, тошнота тоже. После хирайшина такое бывает у всех. В первый раз. Не хочешь, чтобы другие нас слышали? Боишься подмочить репутацию за слов какой-то бесклановой? Слова девушки сочились ядом, хоть она стояла на коленях, смотря в землю, побоялась поднимать голову, чтобы не наткнуться на презрение Каги. Но он разглядывал мерно плывущие по небу облака, вспоминая все, что с ним приключилось за время жизни, все свои неудачи и их последствия. Даже сказать нечего. Я принимал много плохих решений, много боли принес людям, которых почти не знал. Тихо ответил Наруто, опускаясь на одно колено. Его пальцы коснулись ее подбородка. Он хотел видеть глаза девушки, говорить и знать, что она прекрасно читает его чувства по взгляду и мимике. Не в стиле Узумаки было бросать слова на ветер. Много еще совершу ради достижения своих целей, но его губы растянулись в слабой и вымученной улыбке. Не прошло и дня, чтобы я не сожалела о содеянном. Думаешь, я поверю в это дерьмо? Прошептала Тентен с ненавистью в интонациях. Думаешь, подобное откровение перечеркнет все годы моих страданий? Наруто выпрямился и развернулся, осматривая деревню. Он и сам прекрасно понимал, как этот разговор нелепо выглядел со стороны. Ему следовало поговорить с
с ним много лет назад, а не при случайной встрече на экзамене. Но сделанного уже не изменить. Поэтому в руке с хлопком появилась кукри из печати татуировки на предплечье. Бывшая Кунаичи уже стояла на ровных ногах и вздрогнула, когда увидела клинок, приставленный к груди напротив сердца. «Моя жизнь будет достаточной платой?» Тен-Тен. Его голос не дрогнул, он говорил спокойно и уверенно, будто спросил у нее, который час. «Я уже видел смерть». Заглянул ей в глаза. «Не боюсь ее. А ты?» Он подошел ближе, схватил ее за руку и положил на рукоять, надавив сильнее. Красное пятно быстро появилось на белой футболке. «Готова забрать чужую жизнь, чтобы утолить жажду мести и жить с этим?» Что ты? Тен-Тен дернулась, и клинок упал на землю к ногам. Ее глаза были широко раскрыты, а дыхание участилось. Я не могу вот так. В нашем деле необдуманные решения порождают насилие. Из-за насилия появляется ненависть, потом месть. Кукри с хлопком исчез, оставляя после себя белый дым. И в конце концов остается только пустота. Во тьме всегда можно найти одинокий проблеск света. Вопрос лишь в одном: стоит ли мучить себя и окружающих своей озлобленностью? Не лучше ли просто жить дальше ради себя и людей, что идут рядом? Все не так просто, ты... Не понимаю тебя? Наруто рассмеялся, но беззлобно, тихо. Ты судишь поверхностно, как и многие другие. Думают, что у меня есть все. Но я потерял так много, что уже сбился со счета. Узумаки замер, пристально смотря в карие глаза. В них сейчас плескалось непонимание, злость, обида. Многое из того, что чувствовала девушка, что хотела бы высказать, но не могла подобрать правильных слов. Я даже собственной судьбой распоряжаться не могу. Я не прощу тебя. Через несколько минут ответила Тен-Тен, обдумывая услышанное. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Я об этом и не просил. Наруто коснулся ее плеча, и они вновь оказались у входа в академию. Первый этап уже начался, но девушка не принимала в нем участия. У Тен-Тен была лекция по истории образования великих селений среди второкурсников. И она уже опаздывала, но теперь ее мало это волновало. Ты можешь ненавидеть меня, но это не принесет тебе счастья. Найди новый путь, Тен-Тен. Вот о чем я тебя прошу. Она посмотрела в синие глаза долгим, немигающим взглядом, понимая, что Узумаки не лжет. Возможно, не раскаивается в том, что произошло, но уж точно говорит от чистого сердца. Девушка отвернулась и направилась в класс. Ей было что обдумать в ближайшее время. «У тебя прекрасная жена». Наруто кинул взгляд через плечо на мастера тайдзюцу, что стоял у него за спиной с хмурым лицом. Это было довольно необычно видеть Ли таким. «Я это знаю». Рок не сдвинулся с места, но его тело было напряжено. Это чувствовалось. «Что ты ей сказал?» Только то, что она должна была услышать 6 лет назад, при других обстоятельствах. «Я не виню тебя, Наруто», – спустя несколько долгих секунд вдруг произнес Ли, расслабившись. «Мы шиноби. Опасность всегда ходит с нами, рука об руку. И мне больно видеть, как она убивает себя изнутри. Не понимаешь, ты у нее осталась целая жизнь. А ведь все могло быть хуже. Она изменит свои взгляды». Наруто покрутил в пальцах маленькую ампулу с алой жидкостью. «Ради тебя и вашей семьи, ради будущего, я тебе обещаю». Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Boosty и Patreon. Присоединяйся к нашему сообществу на Boosty или Patreon и поддерживай выход следующих релизов. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. Глава 38. Оно приближается. Руки трясло, но она потянулась за бутылкой, случайно перевернув ее. Звук бьющейся керамики о пол неприятно резал слух, но еще больше злило, что сосуд оказался пустым. Пальцы судорожно начали искать на столе заветный алкоголь, и горькая ухмылка разрезала искусанные губы, когда нашли. Очередная пиала была наполнена. Мгновением позже ее содержимое выпито. Быстрее, без колебаний, лишь бы залить горечь потери. Перед глазами все уже плыло, но разум настойчиво рисовал в сознании два стола, накрытых белой тканью с бордовыми хаотичными разводами, будто ребенок случайно перевернул банку с краской. Пара тел подростков, которые только начинали свой путь, имели цели, мечты, родителей, братьев и сестер, но теперь были мертвы. Безжалостно убиты какими-то ублюдками, которых так и не смогли найти среди участников турнира, потому что единственная выжившая не могла вспомнить никаких деталей. Вражеская техника.
наверняка. Первым делом предположил один из джоунинов-наставников. Молодой парень, уже нюхнувший пороху, но еще не крещенный болью, потерями и отчаянием своего ремесла. За что тут же был удостоен скептического взгляда от одного из наиболее старших коллег. Мужчина потер пальцами свой протектор с символом Канохи, что пересекал лицо, закрывая левый глаз. Пожевал нижнюю губу, будто взвешивая свои следующие слова. Страх. Он настолько сильно отпечатался у нее в памяти, что девочка сама оградила себя от страшных воспоминаний, чтобы не сойти с ума, знаете ли. Конечно, наши мозголомы могут проникнуть в ее череп, но я бы тогда поставил крест на ней. По стене уже пошла трещина, осталось лишь прикоснуться, чтобы она полностью рухнула. Убийство во время второго этапа не было редкостью, поэтому делу не дали ход, даже несмотря на все попытки наставницы погибших ребят изменить решение. Отец Хокаге – это не абсолют. Юная Намикадзе в этом убедилась, судорожно глотая аргументы большинства. Кагами подняла глаза к потолку, а после опустила веки. Слезы вновь бежали по щекам от осознания своего провала, как учителя. От воспоминания, когда она лично сообщила родным эту ужасную новость. От тех проклятий, что матери двух парней кричали ей в лицо, вырываясь из рук мужей. От их бессильного смирения с реальностью. Не так она представляла себе жизнь шиноби, все еще витая в облаках безмятежности, а ведь мать с отцом много лет пытались втолковать ей, что мир – это не вечные приключения, это еще и мясорубка, которая ломает слабых духом и неподготовленных, а она еще даже ни разу не убивала. Намикадзе наполнила очередную пиалу, но когда уже поднесла к губам, чашечку жестко выбили из ее ослабевших пальцев. Звук разбитой посуды привлек слишком много внимания от посетителей и персонала. Дура! Девушка пыталась сфокусировать взгляд, но это плохо выходило. Кто-то смутно знакомый, со светлыми волосами. Неужели это был отец? Нет. Натянуто улыбаясь, ответила она на свои мысли. Конечно, нет. Минато Намикадзе сейчас просиживал штаны в своем кабинете, принимая важные решения по поводу экзамена, заключая сделки с соседями. Он мог быть где угодно, но только не там, где был необходим больше всего. Наруто? Ты же беременна. Узумаки сбросил бутылки на пол и сел рядом, обнимая сестру за плечи. От его взгляда не скрылось, как бармен начал что-то нашептывать местному вышибале, тыча в них пальцем. Со стороны они могли даже показаться обычной парочкой, что поругались из-за какой-то очередной мелочи. Девушка встряхнула головой, чувствуя, как ком подступил к горлу. Секунда, и большая часть выпитого оказалась у ее ног. Но Наруто не высказал отвращения или брезгливости. Он взял несколько салфеток и вытер сестре лицо. Подумай о ребенке. Если себя не жалко. Они были еще детьми. Глубоко вдыхая, ответила Кагами с влажными глазами. Никто ее не понимал. Не заслужили такой жестокой смерти. Они были шиноби. Всего лишь генины, которые мира вокруг не увидели. Намикадзе вырвалась из объятий, пытаясь найти возле стола еще бутылку, но была жестко остановлена братом. А ты видела его? Наруто отметил, что своим поведением Кагами привлекает много внимания. В первую очередь бармена и пары мужчин, что работали здесь охранниками, и прекрасно понимал, что дочь Хокаге и невесту Учиха не должны видеть такой в каком-то захудалом баре на окраине Канохи. Эй, пойдем отсюда, тебе лучше поспать. Узумаки встал и потянул за собой сестру, но та не спешила следовать за ним. В ее изумрудных глазах плескалась горечь и злость. Куда мне до тебя, братишка? Прошипела Кагами, вырываясь из крепкой хватки. Ее взгляд был затуманен, но слова звучали угрожающе тихо. Бросил свой дом ради одному тебе известных целей. Посмотрел на мир, заморал свои руки, да? У тебя опыта явно больше, чем у старшей глупой сестры, которая всю жизнь нежилась в любви родителей. Ты пьяна, я отведу тебя домой. Ты ведь ушел из-за детских обид, правда? Все, что я получила, тебя лишили. На ее опухших губах возникла слабая улыбка, и она аккуратно взяла его ладонь в свои. Скажи мне правду. Эй, парнишка, кто будет все это убирать за твоей подругой, а? Один из охранников, высокий, коренастый мужчина с темными волосами, возник сзади, ожидаемо быстро. Я оставил достаточно денег, чтобы покрыть убытки на уборщицу. Наруто наглядно достал из кармана несколько купюр крупного номинала, чтобы не нервировать людей. Но это лишь послужило спусковым механизмом. А как же другие клиенты, которым она испортила вечер? 4
4 столика покинули заведение из-за ее блевотных концертов. Мужчина занимался подобным вымогательством по несколько раз в неделю, неплохо увеличивая свое с напарником жалование. Мальчишка перед ним был хорошо сложен, но оттого он не переставал быть в его глазах мальчишкой, которому в случае чего придется иметь дело с двумя специалистами своего дела. Взгляд синих глаз упал на сестру, что положила голову на руки и сейчас мирно спала. Последние дни слишком сильно ее вымотали. Я никогда не любил насилие. Охранник даже не успел понять, как его ноги оторвались от пола, а воздуха стало катастрофически не хватать. Пальцы Наруто сжались на горле сильнее, заставляя мужчину безвольно дергаться в попытке освободиться. Но иногда люди не понимают разумные убеждения. Сейчас мы уйдем, а вы закроете глаза на причиненные неудобства и не будете болтать. Так ведь? Да. Бармен, который привык, что большая часть посетителей это обычные люди, ошибочно принял парня с девушкой за простых обывателей жилых кварталов гражданских. Шиноби редко здесь появлялись. Мужчина упал на деревянный пол, жадно глотая воздух, а Наруто подхватил Кагами и направился к выходу. И его встретил шум улиц ночного листа, прохлада и яркий свет звезд. Узумаки перевел взгляд на умиротворяющее лицо сестры и улыбнулся. Его руки окутало легкое зеленое свечение. Базовые уроки от Цунады помогли научиться передавать сенчакру другим людям в маленьких количествах. Нечто сродни гендзюцу, но это тоже имело неплохие лечебные свойства, особенно от похмелья. Глупая девчонка. Наруто медленно направился в сторону квартала Учиха. Кагами обхватила его шею руками и опустила голову на плече. От осознания близости родного человека Узумаки не увидел нужды спешить, передвигаясь по крышам или с помощью ниндзюцу. Я ушел, потому что вы начали становиться для меня слишком дороги. Люди на улицах ближе к клановым кварталам наконец-то начали узнавать его, почтительно кивая. Какая бы репутация за ним не закрепилась в листве, от этого Наруто не переставал быть сыном Хокаге. Он сидел на крыльце своего дома, всматриваясь в темное ночное небо своими черными глазами. Их особняк находился на самой границе клановых владений, будто специально подтверждая статус отшельников. Кишо плохо помнил мать. Она погибла на миссии, когда он был еще совсем ребенком. Поэтому все бремя воспитания на свои плечи взвалил отец. Шисую никогда не жаловался, воспитывая в своем чаде в первую очередь ум и ответственность, оставляя историю клана на заднем плане. Он не желал сделать очередной клинок, что будет бездумно, по приказу, окрашиваться валой. Сам на себе это испытал и не хотел такой же участи для Кишо. «Думай, а потом делай», — повторял Шисую на каждой тренировке. «Мы, Учиха, можем казаться окружающим холодными и неприступными, но стоит лишь немного надавить, и ярость легко поглотит нас. Она мощный источник силы, но ты сгоришь так быстро, что даже не заметишь». Кишо прикрыл глаза, уперев затылок в деревянную балку, что держала навес. Чувства горечи и тревоги медленно подтачивали его сердце, готовые вот-вот вырваться наружу. Отец столько лет учил его, что нет нужды держать все в себе, когда ты хочешь улыбаться или плакать. Но Кишо все равно копировал сверстников из клана, желая завести друзей. Получалось плохо, как первое, так и второе. Учиха хотел быть рядом с невестой, поддерживать ее, утешать, но понимал, что дома Кагами не удержать. Ей нужен был кто-то более близкий. Но Минато был занят делами деревни, а Кушина вела себя странно в последние дни, будто все происходящее ее перестало интересовать в один момент, даже возвращение сына. Кишо вырвался из омута мыслей, когда услышал голоса за углом дома в столь поздний час. В ночных тенях сразу же загорелись два уголька с 3 томоэ. Троих соклановцев он узнал сразу, так же как и чакру Кагами. Но был кто-то еще, чей чак сильно выделялся даже на фоне опытных джунинов. Такие Учиха ощущал только у некоторых людей во всем селении. Кишо быстро встал на ноги и хотел было сделать шаг, как в свете звезд показался человек, что нес на руках его девушку. «Какие милые ребята, даже до дома твоего провели». Уголки губ Наруто дрогнули, но улыбки так и не получилось. Узумаки окинул взглядом спокойное лицо сестры, что тихо сопела ему в шею, и, замешкавшись на несколько секунд, будто не желая ее отдавать, кивком помог Учиха принять правильное решение. «Просто тебе трудно отказать». Кишо аккуратно забрал Кагами, его нос дернулся, а ноздри широко раскрылись, делая глубокий вдох. «Она что, пила? Но она уже взрослая. И беременна вообще-то», – покачал головой Учиха, хотя и понимал, что вины Узумаки здесь, скорее всего, нет. «Ну,
Тебе виднее. Хмыкнул и пожал плечами Наруто. Даже не пригласишь? Наруто, мы еще не настолько знакомы. Широкая улыбка сама по себе появилась на лице, и Кишо развернулся, уходя в дом, чтобы уложить Кагами. Да, на нее слишком много всего взвалилось в последние 2 дня, и она нашла только один выход. Не было смысла обвинять и устраивать скандалы. Нужно лишь быть рядом, чтобы подобное не повторилось. Ради их общего блага. Он вернулся на крыльцо спустя несколько минут и даже не надеялся, что его будут ждать. Но Наруто смотрел на звезды, стоя к нему спиной, такой спокойный и задумчивый, каким Кишо его никогда не видел. Даже в те моменты, когда наблюдал за ним из укрытия на старом полигоне. Сейчас парень перед ним не выглядел на свой возраст, скорее походил своей расслабленной осанкой на какого-то старца, который многое повидал и уже мало чего боялся, даже удара в открытое и незащищенное место, потому что терять было нечего, или же просто знал, что такового не последует. Ни от кого. Итак, наконец-то Учиха нарушил образовавшуюся тишину, нарушая пение сверчков, заглушая словами тихий, теплый летний ветерок, что безмятежно качал кроны одиноких деревьев возле дома. «Слушай, Учиха, ты любишь поэзию?» Вопрос прозвучал с заминкой, будто Наруто что-то долго до этого обдумывал, подбирал правильные слова, чтобы не показаться быстротечным и словоблудом. Кишо хоть как-то знал старого Узумаки, и тот и никогда не был любителем поболтать. Нынешний же мог быть абсолютно другим, или же таким же, просто открывая себя с другой стороны, до этого неизвестной. Вопрос заставил Учиха задуматься, вспоминая все, что он читал за свою жизнь. Да, были среди дюжин книг и сборники стихов, но он никогда не зацикливался на них. Не тот образ жизни вел, чтобы по-настоящему ценить красивый слог и сокрытый в нем смысл. Он больше любил реальную жизнь, посвящая всего себя службе деревни, клану и своей возлюбленной. Однажды очень давно Наруто не повернулся к собеседнику, все так же рассматривая мириады звезд. Я бы даже сказал, что в прошлой жизни мне попалась одна маленькая, потертая временем книжка, имени автора которой я никогда не слышал. Узумаки тихо рассмеялся. Честно говоря, писал он так себе. Я понял не слишком много, однако прочитал все. Странная поэзия не всегда в рифму. Однако одно стихотворение накрепко засело у меня в голове. Словно этот человек описывал все то, чему я сейчас посвящаю жизнь. Наруто бросил взгляд на Кишо через плечо, и Учиха мог поклясться, что во взгляде синих глаз плескалось сожаление, которое хорошо было сокрыто за решимостью. Человек перед ним хотел казаться сильным, но сгорал изнутри в пламени своих чувств, что никогда никому не хотел показывать. Не считал нужным, взваливая на свои плечи всю тяжесть без остатка. Думал, что это единственно правильное решение. Он сказал, тем временем продолжил Узумаки, что все рушится, что основа расшаталась. Я думаю, он имел в виду, что все рассыпается. Автор знал, что со временем по краям все рассыпается, медленно подбираясь к центру всего. Возможно. Медленно кивнул Кишо, внимательно слушая и запоминая каждое слово. Когда я впервые прочитал эти строчки, у меня по коже побежали мурашки, и так повторяется каждый раз, когда я их вспоминаю. Наруто вновь посмотрел на ночное небо. Он писал про монстра, что дожидается своего часа. Он хочет вновь родиться, чувствуя, как все рушится. Учиха молчал долго, не зная, что ответить на это, а Узумаки ему не мешал обдумывать услышанное. «Я не совсем понимаю», – спустя долгие минуты произнес Кишо, хмуря брови. Весь этот разговор был странным, спонтанным, будто его специально выбрали на роль слушателя, и ему ничего не оставалось, кроме как внимать словам, больше похожим на какое-то безумное пророчество. Чудище уже в пути. Наруто улыбался. Учиха чувствовал это. Оно уже в пути и гораздо более дикое, чем мог предположить этот автор. Все рушится, и есть лишь одна задача – продержаться как можно дольше. «Ты говоришь о войне?» Неожиданная догадка молнией пронеслась в сознании Кишо. Потом он вспомнил сказанные ранее и слова Кагами. «Ты хочешь начать новую мировую войну?» «Война. Да», согласно кивнул Узумаки. Ее можно сравнить с монстром, который чувствует, когда отношения между людьми разрушены, когда люди хотят крови своего врага. Прости,
Наруто развернулся полностью. В его глазах вновь горел стылый огонь. Сожалению и сомнениям там не было места. Я просто подумал, что ты сможешь понять, но ты зацепился за то, что лежит на поверхности. Узумаки провел пальцами по волосам, и от Кишио не скрылось, что там появились алые пряди. Нет, конечно нет. Я не хочу войны. Да и кто я такой, чтобы пытаться ее развязать? Он тихо и странно рассмеялся, а после протянул ладонь для рукопожатия. Учиха ответил, но не спеша. Ты хороший парень, Кишио. Не такой, как большинство из твоего клана. В ином случае я бы никогда не доверил тебе свою сестру. Послушай меня. Береги Кагами. Дай ей понять, что ты можешь быть ближе, чем я или родители. В конце концов, тебе ли не знать, что одна кровь – это еще не абсолютный аргумент. Продолжение следует. Конец 38 главы. И эта глава последняя, которую написал сам автор. Да, на данный момент он остановился на этом. И это было давно. Последний глав 8, я понимаю, сюжет процентов на 50. Потому что слишком много всего перемешано. Если бы автор тормознул этот сюжет на где-то 2 или 3 серии этого сезона, 2, то я думаю, я бы с легкостью смог взяться за продолжение. Ну, типа написать его дальше. И немало. Пройдя столько глав 2 сезона, я с трудом понимаю, что будет дальше. Очень много ветвей событий и очень много вариаций, как я вижу. Поэтому не знаю, если вы хотите, то я постараюсь для вас, И да, я постарался. Продолжение этого сюжета будет, и оно не просто будет. Этот сюжет я дописал до конца и даже уже озвучил на Бусти и Patreon. И еще раз напоминаю, до 38 были главы от автора этого сюжета, который почему-то испортил, по моему мнению, сюжет, который был довольно-таки хорош в первом сезоне. И из уважения к первому сезону и зрителям на Бусти и Патреоне, которые проголосовали за продолжение, я решил вытянуть эту историю и сделать идеально, не побоюсь этого слова. Начиная со следующей главы, сюжет настолько преобразится, что вы его не узнаете даже. Но я старался соблюдать детали этого сюжета и из них слепить что-то интересное. Поэтому те, кто хочет уже скорее послушать, что там дальше, а финал истории заканчивается на 50-й главе, на очень интересной главе, то ссылочки на Бусти или Patreon в описании и закрепленном комментарии, напоминаю. Также, помимо всего прочего, там скоро планируется запуск моего собственного фанфика по Наруто, который я написал уже на 3 главы, поэтому welcome.